Не знаю, снимать мне сегодня ролик или не снимать. Хочется мне это или не хочется. Ладно, так и быть, сниму. Здравствуйте, мои уважаемые зрители, с вами Ольга Демчук. И сегодня речь пойдет о «хочу». Что же такое «хочу»? И почему оно имеет такую власть над нашей личностью? «Хочу» — это неудовлетворенность. То есть некая пустота, которая не насыщена, и поэтому эта пустота, эта неудовлетворенность начинает изнутри толкать личность, побуждая ее к действию. И если человек не может осознавать свои «хочу», управлять ими, он становится пленником своих «хочу». То есть у него как будто нет выбора. Он как шарик, который оторвался, и он гоним ветром, а у него нет возможности это выбирать. То есть у нашего «хочу» есть темная сторона и есть светлая сторона. Темная сторона — это вот этот вот зов. Зов, который мы слышим изнутри. Как в древних легендах сирены, которые заманивали моряков сладкоголосыми своими порывами. И моряки, они погружались в ощущение полного счастья. То есть они думали, что там их ждет счастье, и им туда надо приплыть. Точно такое же влияние оказывают на нас наше «хочу». Наше «хочу», мы с вами уже говорили в предыдущих роликах про доминанты. Это наша память о самых ярко заряженных эмоциях. И если у человека нет возможности формировать собственное «хочу» осознанно, то тогда ему остается брать «хочу» только из прошлого, из своих прошлых доминант. И когда человек берет «хочу» из прошлых доминант, это видно по его жизни. Его жизнь однообразна. Некоторые люди застряли в моменте, который был десятилетия назад. Ну, когда, например, я чувствовала себя молодой, мне было интересно в тусовках. И теперь я продолжаю тусоваться, хотя эти тусовки уже не приносят мне такой удовлетворенности. Но я как будто вновь и вновь пытаюсь это повторить. Я даже себя убеждаю в том, что да, было интересно, да, было прекрасно. Но если посмотреть более внимательно на высокой ступени отдаления, то можно увидеть, что это постоянный повтор, как будто кто-то поставил жизнь на повтор. И эти «хочу», идущие, вот этот зов изнутри, если он не осознаваем, то мы плененны этим зовом. Он нас тащит, он нас толкает изнутри. И если такую привести метафору, как это выглядит, это похоже на то, как какой-то полоумный ребенок или же подросток играет с куклой так, как ему хочется. То есть личность становится такой куклой доминанты, которая образовалась, например, в младенчестве, или же доминанты, которая образовалась в юности, или доминанты, которая образовалась в подростковом возрасте. То есть бывает так, что у человека какой-то стресс или же внешние обстоятельства становятся неблагоприятными. И тогда человек, теряя ориентиры, начинает помимо воли обращаться к тому, чтобы он мог хотеть, и обретает это «хочу» внутри своей доминанты. И если не понимать этот зов, идущий изнутри, это «хочу», то тогда нету возможности выбрать. То есть ты испытываешь мощное давление. У «хочу» есть и положительная сторона. То есть «хочу», наше желание, наша устремленность, оно надувает нам паруса, толкает в спину, и мы
осуществляем свою активность именно из неудовлетворенности. То есть, когда у человека есть ощущение удовлетворенности, ему как бы ничего и не надо. Вот некоторые люди в бизнесе уставали, а потом бизнес продали и потеряли смысл жизни. Или же, когда человек боролся, к чему-то стремился, заработать на квартиру, на машину, или же там жениться, выйти замуж, у него как будто была энергия для этих всех свершений. А как только он это получает, как будто все теряет смысл. То есть вот почему важно свое «хочу» знать. Потому что если его не выводить в сознание, то это такой тайный серый кардинал нашей личности, и мы не понимаем, почему мы влипаем в те или иные истории, почему мы живем именно так, или же почему мы совершаем вот этот поступок, о котором потом жалеем. И у нас впечатление, что нас кто-то взял за шкирку и как будто заставил изнутри это сделать. Вот эти положительная сторона наша «хочу», то есть когда мы рассматриваем какие-то процессы, любые в психике, нам необходимо сохранить вот эту нейтральность в своем взгляде. Потому что людям свойственно находить что-то внутри и начинать это атаковать как что-то отрицательное. И вот эта атака нашего «хочу», оно приводит человека к тому, что он делает то, что надо, то есть он не впускает туда «хочу», и появляется то самое выгорание. То есть человек как будто рационализируя все, делает как правильно, и потом начинает бунтовать не только против других людей, обстоятельств, но даже против самого себя. То есть нам фактически надо идти как канатоходцу, балансируя между «надо» и «хочу». И в этом нашем «надо» должно обязательно присутствовать наше «хочу». Мы должны его видеть, должны осознавать, выводить в сознание. Потому что если его не будет, личность начинает вот это самое выгорание. Итак, мы с вами расположены на высокой ступени обобщения, мы смотрим на «хочу» и смотрим на это как не на отрицательный и не на положительный персонаж. Это некая сила. Вот когда наше «хочу» встречается с нашим сознанием, то мы будем воспринимать эту встречу как эмоциональное давление. Я думаю, каждый из вас может представить ребенка, который истерикой вымогает у родителя дать желаемое. То же самое происходит у нас внутри. То есть наше «хочу» осуществляет с нами контакт через эмоциональное давление. Давайте представим ситуацию, когда вы проснулись утром, и вы понимаете, что вы опоздали. Вы голодны, не выпили там чай или кофе или воду, то, что вы обычно пьете. И в другой бы ситуации, когда у вас была невозможность выпить кофе, позавтракать, то была бы злость на эти обстоятельства. То есть было бы ощущение внутренней истерики, где вы бы сами себе истерили: хочу кофе, хочу чай, хочу завтрак, а это сделать невозможно. Но как только появляется «хочу» более сильно заряженное, страх опоздать, страх наказания или страх стыда, то тогда оно как будто перебивает это «хочу», то, которое было. Вот почему то есть мы с вами разбираем как раз эмоциональную природу нашего «хочу». Если появляется очаг более эмоционально заряженный, мы как будто начинаем утрачивать первоначальный. Когда мы с вами идем на поводу у «хочу», то нам важно помнить, что это эмоциональное давление склонно усиливаться. Вот это выражается в словах: если я не выпью кофе, то умру. Люди так говорят. Если я сейчас не поем, то умру. Если я сейчас не присяду, то умру. И действительно это
внутренняя атака, эмоциональная наличность, она воспринимается как угроза жизни, но атакует себя человек сам. И если не воспринимать «хочу» как собственное порождение, а воспринимать как глаз Божий, то есть как будто так и надо, так и правильно, то управлять интенсивностью «хочу» невозможно. Вот это «я умру, если не поем». То есть фактически человек умирает, если не ест, не знаю, пусть будет 10 дней, смотря какой человек, смотря с какой физиологией. То есть человек точно не умрет, но то эмоциональное давление, которое он на себя осуществляет, оно уже как собака, которая кидается на врага и уже сейчас глотку перегрызет, она вцепится прямо. То есть точно такое же кидание из «хочу» мы ощущаем на себя. Если оно у нас не выведено в сознание, если у нас есть только «хочу» и нет возможности его обрабатывать, то будет вот прямо угроза смерти. И у людей, у которых проблема с узнаванием эмоциональности, они плохо ориентируются как в собственных желаниях, так и не могут противостоять им. Вот дай и все. Вот я умру, если не сделаю. Это умение противостоять эмоциональному давлению, оно одинаковое как к внешним каким-то моментам, как и внутренним. То есть если на вас кто-то оказывает эмоциональное давление, то противостояние ему, для противостояния ему нужны те же самые навыки, которые нужны и для противостояния внутреннему давлению от собственного «хочу». То есть, видите, когда мы разоблачаем, как луковицу раздеваем это «хочу», то становится понятнее этот механизм. То есть это эмоциональное давление, это не сообщение о правде, ты сейчас не умрешь. Вот в панических атаках тоже «я сейчас умру». То есть здесь невозможность как-то обращаться со своими эмоциями. Как обращаться с эмоциями, как их уменьшать, было много других видео. Здесь акцент на «хочу». Даже школа была эмоциональности. Здесь акцент на «хочу». То есть наше «хочу» нам необходимо в первую очередь купировать, понять, что это то, что мы порождаем изнутри, и понять, что оно эмоционально сейчас на меня давит. Точно так же и у других людей, когда другой человек на нас эмоционально давит. Давайте вот представим, что вы понравились кому-то в баре. Ну, допустим, я женщина, я понравилась мужчине. И он что-то там себе намечтал, напланировал, хочет со мной познакомиться, подкатывает, как говорят. И я ему говорю: нет, там, я замужем, нет. И мужчина этот будет ощущать мой отказ как атаку на него. То есть у него будет ощущение, что я его атаковала, хотя по факту его желание, которое он там подогрел, развил, оно атакует его. То есть вот эта собака, которая кидается и хочет вцепиться, уже это желание «хочу» раскормленное, и оно не может быть удовлетворено, и вот это напряжение, оно будет атакой или на меня, или у него, на него же, или же выльется куда-то пассивная агрессия, не знаю, на бармена. То есть важно понимать эти атаки «хочу», когда мы срываемся на других и не понимаем, что наша агрессивность связана именно с тем, что наше «хочу» атакует нас изнутри. Что бы еще хотела сказать про «хочу»? «Хочу» наше, оно эволюционирует. То есть как личность эволюционирует, как потребности личности эволюционируют. Точно так же и «хочу» как бы должно эволюционировать. Но если много ярко заряженных доминант из прошлого, которые человек подкармливает, в которых он не сомневается, у которых он идет на поводу, то человек как будто привязан к прошлому. То есть человек не может вырваться в настоящее, в будущее, в изменение собственной жизни. Потому что слишком много, вот как говорят, зацепок. То есть эти зацепки, они могут только осознаваться. И у нашего «хочу» самое простое понять, что я хочу, то, что я устала, то, что я заболела, то, что я хочу кушать, то, что я хочу какую-то одежду, то, что я хочу дом, то, что я хочу партнера. То есть эти все желания абсолютно эгоистичны, и они нужны, в них нет ничего плохого.
но есть ли желание надличностное, то есть может ли личность генерировать «хочу» более высокого порядка. То есть вот этот более высокий порядок позволяет и личности эволюционировать. И вот эта заплетенность в прошлое, она может быть развязана только через разговор с собой. Вот когда бы вы объясняли что-то маленькому ребенку, вы бы могли бы понять, как вы объясняете себе, хватает ли у вас терпения себе объяснять. И кроме терпения необходимо еще ум, интеллект. То есть важно логически это все объяснять. То есть фактически с собой надо вести постоянный внутренний диалог, саморефлексию, которая базируется на знании и постоянно разоблачает, размягчает эти «хочу». Вот это застревание в прошлом, чтобы личность могла вырваться куда-то в развитие. И эти диалоги, полные терпения, и в них еще должна отсутствовать агрессия, потому что когда идет эмоциональное давление «хочу, хочу», и вы проагрессировали, вы это «хочу» затолкали, но оно потом все равно победит, и вы сделаете то, что вы хотели, какими-то обходными путями, выключив даже сознание. То есть здесь важно знание, вот я стараюсь вам давать знания, терпение, отсутствие агрессии, постоянный диалог с собой и выведение в сознание. То есть фактически «хочу» должно попасть в ваш объектив, и к нему необходимо относиться очень внимательно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы воспринимаете свое «хочу», как что. Попробуйте привести метафоры. Через эту метафору вы поймете, какие у вас взаимоотношения с вашим «хочу». И, как всегда, вам предлагаю быть учителями друг другу. Другие люди, которые будут вас читать, уже будут учиться. То есть этот ролик как бы дополняется информацией, знаниями, вашим опытом. Ну и, конечно, хочу вас пригласить. У нас в августе будет школа общения. Эта школа будет самая мелкая, в том смысле, что я буду разбирать слова и фразы. Как по одной фразе можно понять, что происходит с человеком. Так и по собственной фразе или слову можно понять, что происходит персонально со мной, в каком я сейчас состоянии, в каких я на самом деле отношениях состою с этим человеком, что со мной на самом деле происходит. Вот эта маленькость, умение расшифровывать слова и маленькие фразы позволяет нам вырабатывать аналитичность, ну и потом уже переходить к более обширному нарративу, скажем так, его анализа. Ну и напоминаю, что есть книги в продаже мои. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч.